Тема дискуссии заявлена достаточно широко: сотрудничество в регионе Центральной Азии в контексте кризиса, пандемии. Да? И она очень многогранна, и охватить ее за 7-10 минут невозможно, сложно. Поэтому я ограничу себя двумя-тремя наблюдениями. Во-первых, немного про коронавирус и последствия, как я вижу из Бишкека, и отдельно про проблемы регионального сотрудничества. И в конце, если успеем, немножко про взаимосвязь этих двух, если вообще это есть. Сначала про коронавирус. Говорить про влияние стало модно, уже все вебинары, конференции, все про коронавирус, про COVID, это вот новая тема такая появилась. Но оценивать эффект очень сложно на данный момент, потому что ситуация, естественно, динамичная. Мы многого чего просто не знаем элементарно, мы не можем знать. Даже если центральноазиатские цифры по выявляемости болезней, даже сложно понять, на какой стадии пандемии мы находимся. То в один день как говорим, что уже пик, то пик прошел, то пик вот-вот наступает. То есть информации практически нет. Поэтому очень сложно оценивать эффекты. Но кое-что известно. И то, что известно, это то, что экономические последствия не самого вируса, а борьбы с этим коронавирусом очень плачевные. Это никому не секрет, естественно, известно. И в нашем регионе, я больше знаю ситуацию с точки зрения, наверное, Кыргызстана, может быть, Таджикистана, это, естественно, падение объемов переводов мигрантов. Кыргызстан и Таджикистан – это мировые лидеры в части влияния переводов мигрантов на экономику страны. И как раз по нам, по больному месту ударил этот коронавирус больше, чем все предыдущие кризисы. Во-вторых, конечно, динамика торговли. В частности, Кыргызстан, Таджикистан очень импортозависимые страны. Коронавирус так повлиял на международную торговлю, что это мы говорим про деглобализацию, про рост протекционизма. Тут ситуация очень сложная. И, естественно, для Таджикистана и Кыргызстана ухудшается ситуация с внешним долгом, задолженностью, потому что из-за карантина, из-за всех этих мер по борьбе с коронавирусом экономическая активность буквально остановилась. Когда ты занимаешь большие деньги из других стран, то мы рассчитываем на то, что эти деньги оживят экономику. А сейчас произошло как раз-таки наоборот, не оживление, а ухудшение ситуации с экономикой. И все эти проблемы, естественно, говорят про большую проблему. Это про слабость, можно сказать, про отсутствие самодостаточной экономики в наших малых бедных странах. Это вот про коронавирус, вот мы вернемся, может быть, к нему еще. Теперь про региональное сотрудничество в Центральной Азии. Тема, конечно, когда говорим про региональное сотрудничество, мне кажется, этот термин выжил себя. Это уже не актуально, потому что от регионализма в Центральной Азии ничего не осталось. Естественно, как Рахим сказал, все зависит от того, как мы будем определять, что такое регион, какие страны мы будем включать, но я исхожу из того, что мы говорим про те же самые 5 постсоветских стран, это обычно starting point, да, у нас всегда. От этого региона уже ничего не осталось, поэтому можно говорить про сотрудничество в регионе Центральной Азии, но никак не региональное сотрудничество. Потому что взаимоотношения наших стран внутри Центральной Азии в основном идет на двусторонней основе или в многосторонней основе, но в формате, который никак не является центральноазиатским. По внешней безопасности это ОДКБ. Там некоторые страны Центральной Азии не являются членами, но также являются там членами Беларуси, Армении и так далее. Евразийский экономический союз то же самое. То есть региона, как такого в Центральной Азии, мы не видим. Почему не получилось? Это большой вопрос, много написано, и вот Наргиз очень большие факторы все рассказала. Тут много добавить невозможно, но все-таки я расскажу в мое видение 2-3 причин, которые, мне кажется, являются большими факторами из-за того, что у нас мало что получается. Я немножко буду пессимистом, если не успею стать оптимистом, то оставим это на сессию вопросов и ответов. Да? Во-первых, большая проблема – это роль и влияние нашего общего соседа, общего стратегического партнера. Это Российская Федерация. Для нас, в частности, у Казахстана, в Таджикистане Россия идет первым всегда
как стратегический партнер. В тех концепциях внешней политики, когда идет описание, список стран, приоритетных стран, Россия, а потом уже другие страны, будь это Европа и будь это даже центральноазиатские страны. В кыргызстанской концепции нет вообще описания стран, но мы все тут наизусть знаем, что кто наш стратегический партнер. Тогда встает вопрос, если Российская Федерация является главным ближайшим партнером, то как мы определяем Центральную Азию? Будет ли регион на самом деле большой, огромный? Тогда термин евразийский уже, может быть, он уже заменяет собой Центральную Азию или нет? И мы вот сейчас говорили про КАКО, да, вот Организацию Центральноазиатского сотрудничества, последняя инкарнация нашего внутрирегионального сотрудничества. Все мы помним, что она прекратила существование после того, как туда вошла членом Российская Федерация. Уже когда Россия стала членом, уже оказалось, что те же самые страны находятся и в РАЗЕС, поэтому зачем нам нужна Организация Центральноазиатского сотрудничества, поэтому ее и ликвидировали. То есть нам нужно определяться, кто является членом этого региона. Поэтому, если взять Туркменистан и Россию, то, мне кажется, Россия является, наверное, первым претендентом на то, чтобы быть в числе стран Центральной Азии. Но я не думаю, что в Москве захотят себя считать страной Центральной Азии. Вторая проблема, это особенно сегодня тоже видно, это низкий уровень взаимного доверия, взаимного понимания между лидерами наших стран. Это старая проблема, на самом деле. Когда мы были студентами, все писали пейперы про то, как личности, там, скажем, Каримова и Назарбаева мешают нашему сотрудничеству. Но, как ни удивительно, когда даже оба этих товарища ушли, ситуация стратегически не поменялась. Естественно, я абсолютно согласен с тем, что вот изменения в Узбекистане и внешнеполитические инициативы Ташкента обнадеживают в последние 2-3 года. Но по большому счету, я думаю, что проблема остается, что у нас в Центральной Азии вот риторика сотрудничества, она остается помпезной, но риторикой, которую мы слышим на больших саммитах, на больших тоях, да, там, когда и у нас в регионе принято всегда говорить хорошие вещи, когда мы собираемся лицом к лицу. Но когда ситуация происходит конфликтная, когда нужно что-то делать срочно, то лидеры или молчат, или, что более тревожно, в последнее время есть тенденция такой информационной войны уже. То есть стороны не могут элементарно договориться про факты. Вот если кыргызско-таджикскую границу взять, то никто не поймет, кто первым выстрелил, какой пограничник, из-за чего кто умер, сколько человек реально было ранено и так далее. У всех своя информация. И мы не видим вот этого духа сотрудничества, которое требуется как база для того, чтобы уже существующие, появляющиеся проблемы решались на местном уровне, на уровне других министров. Да? Поэтому я считаю, что низкий уровень доверия – это очень тревожный знак. Как повлиял коронавирус? Наверное, тут ответ очень короткий. Пока никак не повлиял. Я не вижу абсолютно никакого воздействия на сотрудничество. Он должен бы повлиять по-хорошему позитивно, так как в такой кризисной ситуации ближайшие партнеры, ближайшие соседи будут теми, на кого мы будем опираться. Но будет ли это взаимозависимость, будет ли это возросшая зависимость, это уже покажет процесс. Пока такого позитивного тренда я не вижу. Поэтому я, наверное, здесь закончу на такой ноте, что проблемы большие остаются, они не совсем связаны с коронавирусом, они были до коронавируса и, скорее всего, будут продолжаться после коронавируса. А как именно повлияет пандемия, немножко усугубит, немножко улучшит, покажет время. Спасибо большое. Вот вам вопрос, согласны ли вы, наверное, с этим подходом? Не надо рассматривать, наверное, в контексте того, что интеграция – это плюс, в смысле кооперация, отсутствие интеграции – это минус. И все-таки, мне кажется, коронавирус показал, что основным субъектом в период кризиса является государство. И даже такие очень сильные, мощные интеграционные объединения, как Европейский Союз, Европейская комиссия, они показали свою не самую высокую дипломатично, скажем, востребованность в условиях коронавируса. И каждая страна самостоятельно вырабатывала стратегии и полагалось, вот, допустим, в случае с Китаем, там основным донором, кто оказал им помощь, являлись не страны Европейского Союза, не Соединенные Штаты Америки, а Китайская Народная Республика. Какой ваш будет комментарий? По большому счету, так и есть. Сотрудничество возникает не благодаря топ-даун, да, вот решению каких-то властителей. Но мне кажется, вот слово интеграция всегда, в 90-е годы все студенты писали свои пейперы именно про интеграцию. Мне кажется, сейчас уже мало кто считает это важным.
Я думаю, что слово интеграция вообще, в принципе, уже никто не использует в контексте. Ну, мы говорим про сотрудничество, как именно тема этой конференции тоже про сотрудничество. И если, вот я не экономист, и я считаю, что если интереса нет, то сотрудничества не будет. То, когда мы говорим про торговлю, естественно, если в Узбекистане дыня растет, или в Таджикистане дыня растет, естественно, они будут торговать с Россией, где едят эту дыню. Да? Но в то же время есть такой agency. Пока в Ташкенте, в Душанбе, в Бишкеке, в Астане, в Нур-Султане люди не решат что-то делать, то всегда вода будет течь по проторенной линии. Да? Но я хочу последнее одно слово сказать. Единственное, что когда я говорю лично про сотрудничество, я не ожидал бы ничего супер такого особенного, кроме того, чтобы центральноазиатские страны должны хотя бы на минимальном уровне перестать быть проблемой друг для друга. В Кыргызстане, в Таджикистане, если у нас солдаты умирают, да, или жители умирают, это от пулей или от камней соседей. Таджикско-кыргызская граница, узбекско-кыргызская граница. Там с Узбекистаном динамика немножко другая. Вот последние события в Сочи показали, что там, где политическая воля, по крайней мере, намного больше. Там сразу встретились, поговорили, утвердили, что дух сотрудничества будет превалировать. В Таджикистане ситуация совсем другая. Или вот кыргызско-казахская граница, буквально в эти дни, в эти часы, наверное, там сотни грузовиков стоят, не могут проехать. То есть мы создаем себе проблемы. И если мы перестанем создавать эти проблемы, то это уже будет большой плюс, и больше уже желать пока я бы не стал. Господин Джураев, дайте, пожалуйста, какие сценарии вы просматриваете для стран Центральной Азии с точки зрения экономики, внешней политики и в целом в контексте интеграции? Какой ваш прогноз? Какой сценарий наиболее вероятен? Ну, про сценарий, может быть, вернемся. Вот ваш вопрос, насколько самодостаточен регион для нашей интеграции. Мне кажется, вопрос на самом деле не принципиальный. Я опять вернусь к заявлению к тому, что нам нужно немножко снизить ожидания, естественно. Вот, и даже вот в вопросах-ответах коллега писала, да? Нам не стоит ожидать формата Европейского Союза или и так далее, там глубокого, широкого формата сотрудничества, интеграции. Для нас на данном этапе достаточно решать проблемы и предотвращать конфликты, которые мы еще не научились. И то, что Узбекистан сегодня задает хороший позитивный тон, это лишний раз подчеркивает, насколько волатильная ситуация. Поменялся президент, и поменялась политика страны. То есть, на самом деле, президент даже может еще раз поменяться, правильно? И в других странах могут поменяться. Поэтому такой проблемы, мне кажется, нам нужно решать пока, на самом деле, базовые, чтобы этот дух сотрудничества был таким, чтобы, по крайней мере, перестать стрелять, по крайней мере, давать людям проезжать, не закидываться камнями и так далее. А что касается про C5+1, мне кажется, вопросов особо не стоит. Вот американцы, по сути, сейчас, мне кажется, ушли. На данный момент, по крайней мере, мы никак не являемся такой большой важной точкой в их мировоззрении. Вот поездка Помпео и его заявление, мне кажется, лишний раз продемонстрировали, что насколько поверхностно, даже те громкие заявления, которые он сделал там про Китай, про отношения центральноазиатских стран с Китаем, показывает, насколько так наскоком приехал, заявил, что ему написали. Мы же смотрим вот кыргызско-американское отношение или, скажем, вот, что происходит в таджикско-американском. Мне кажется, там будущего нет, и на самом деле это просто площадка, где можно было бы встречаться группой. Такая оптимизация коммуникации, но не более того. Я бы не стал слишком беспокоиться насчет этого. А что касается сценариев, это большой вопрос, естественно. И, по крайней мере, если это связать с пандемией, с тем, что происходит, и, мне кажется, очень легитимный вопрос, это является объединяющим или разъединяющим. По сути, это болезнь, это вирус, где главным лекарством оказалось дистанцирование. Естественно, пока на уровне индивидов нам не стоит сейчас общаться в личную, лучше подальше друг от друга. И у меня ощущение, что государство принимает пока то же самое рецепт, дистанцируясь, минимизируя контакты и так далее. Но, естественно, успешная победа над этой напастью, скорее всего, потребует рано или поздно общих усилий. Но пока на этом этапе мы пока не поняли, каким образом наши общие усилия помогут нам. Пока
мы боремся вот как индивиды. Сидите дома и не высовывайтесь. Поэтому вот вопрос про сценарий, пока я здесь остановлюсь, а если в широком плане там такое поле для рассуждений, много времени займет. Происходит большой слом экономических моделей, связанный с тем, что страны нашего региона, их доходы в основном зиждились на экспорте углеводородов, либо экспорте дешевой рабочей силы. И сейчас, после ковида и после снижения цен на нефть, в целом, в том числе эта модель стоит под угрозой. И большой вопрос, какими темпами, на основе чего регион будет расти, какие будут внутренние факторы, драйверы, и какими темпами он будет расти. Здесь мы снова все равно возвращаемся к вопросу в отношении сценариев, минимум с точки зрения экономики. Да, про вопрос про альтернативные источники экономического роста, вот, возможно, вижу, господин Шанов сам, наверное, ответил очень много, я не успел прочитать все. Но для Кыргызстана и Таджикистана ситуация немножко другая. Конечно, нам было выгодно то, что у России такие большие, хорошие цены на нефть, что посредством экономической ситуации в России наши переводы мигрантов были большие, да, там и так далее. Но если цены так и останутся на низком уровне, на энергоресурсы, то экономистам виднее, но мне кажется, для наших стран, в частности для Кыргызстана, Таджикистана, в любом случае главный способ – это поиск экспорта приемлемых товаров, будь это золото, будь это другие сырьевые товары. Другой краткосрочный ресурс у нас, естественно, это Китай. Мы уже почти половину нашего долга и почти 100% нашего нового долга за последние, скажем, 8-10 лет – это все Китай. Это, естественно, не является внутренним источником экономического роста, краткосрочным решением проблем, да, скажем, экономической. Но для наших стран, в частности, Кыргызстан, Таджикистан, мне кажется, ситуация с экономикой в России, в Казахстане, в регионе, она будет играть беспрецедентно большую роль, потому что внутренних ресурсов у нас всегда было очень мало, недостаточно. И это относительное благосостояние вот за последние 10-20 лет, оно сопровождалось ростом периодов мигрантов, ростом цен на нефть, улучшением ситуации в России, в Казахстане. Но это и был наш козырь. И торговля, конечно, китайские товары продавать русским, да, и казахам. Эти вещи у нас сейчас проблемные, и экономистам виднее, мне кажется, ситуация довольно сложная. И, естественно, сейчас идет большое ударение на сельское хозяйство, там, где Центральная Азия издревле имела свои козыри, то место, где все чисто и все хорошо растет и так далее. Насколько это может стать локомотивом для экономики, мне лично пока понятно. Но я вижу, что последние 3-4 года, по крайней мере, в Кыргызстане есть такое оживление, есть инвестиции именно в сферу теплиц, в сферу выращивания, уже укрупнения таких хозяйств, которые экспортируют такие вещи в Казахстан, в Россию. Но какую долю экономики они составят, я, честно говоря, не знаю, и насколько это sustainable, да, в долгосрочном плане.